Всем привет! Сегодня приготовим потрясающий пирог. Это просто настоящая находка для всех любителей тыквы. Песочное тесто в сочетании с карамельной тыквой и яблоками вас не оставит равнодушным. Как всегда, список всех необходимых ингредиентов вы найдете в описании к этому видео. Приступим. Сначала приготовим песочное тесто. В муку всыпаем сахар, добавляем масло комнатной температуры и перетираем в крошку. Буквально 3 минуты и получается вот такая мелкая крошка. Добавляем ванилин, разрыхлитель и 1 желток. Белок пока отложим, он нам пригодится немного позже. И столовую ложку сметаны. Замешиваем тесто. Вот так замешиваем, собирая все крошки. Тесто получается достаточно мягкое и эластичное. В пакете отправляем его в холодильник на 30 минут. Пока наше тесто отдыхает, приготовим начинку. Тыкву нарезаем кусочками, яблоко дольками. Растапливаем сливочное масло и добавляем к нему сахар. Выкладываем тыкву и тушим около 15 минут. За это время лишняя влага испарится, масло с сахаром превратится в карамель. Добавляем яблоко и пряности. Корицу,
имбирь и мускатный орех. Если вы не любите приправы, то можно их не добавлять. Тушим еще 5 минут. Готовую начинку перекладываем и даем полностью остыть. Форму смазываем маслом и присыпаем мукой. Бортики тоже должны быть присыпаны. Тесто делим на две части. Одна часть побольше, вторая поменьше. Большую часть теста раскатываем. Раскатать надо немного больше диаметра формы, чтобы тесто было и на бортиках. Перекладываем форму, поправляем и немного разравниваем. Выкладываем начинку. Оставшееся тесто раскатываем в тонкий пласт. И нарезаем полосочки. Скручиваем и украшаем пирог. Белок, который у нас остался, смешиваем с сахаром и немного взбиваем. Смазываем тесто. Выпекаем при 180 градусах около 45 минут. Пирог получается очень ароматным, румяным и вкусным. Такой пирог отлично подойдет для семейного чаепития. Попробуйте приготовить. Надеюсь, что наше видео вам было полезным и рецепт понравился. Всем большое спасибо за лайк. И если еще не подписались, то обязательно подписывайтесь и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить наши остальные рецепты. До встречи!